Добрый день, начинаем торговлю в группе наставничества. Дома буду вечером, поэтому решил все-таки, пока есть время, выйти в эфир именно сейчас, сделать план по теханализу. Буду торговать в машине, уже больше 1,5 месяцев не торговал. Так, ставки я вам написал. Таймфрейму все так же минута. По умолчанию время экспирации 2 минуты. Я буду и смотреть, куда захожу, и вам говорить, потому что сам тоже буду не быстро. Без ноутбука это не так быстро получается. CHF GPY. CHF GPY. Давайте на CHF GPY заходим. С новой минуты будем заходить на понижение. 2, 1, раз. Дальше не забываем про инструмент Rollover, который может нам понадобиться. Используем Rollover. Нажимаем Rollover. После Rollover мы не перекрываемся в случае минуса. С новой свечи заходим на понижение на эту же сумму, уже с этого уровня, на 2 минуты также. Раз, открыли. 30 секунд остается. Предыдущую сделку просто зашли немного раньше. Сейчас уже четко от уровня, можно сказать, перекрылись, но мы просто отыграли предыдущую сделку. Так, хорошо, сделка зашла. У меня вопрос к Андрею. Андрей, на какую сумму заходил? На первоначальную или на вторую сумму? На первоначальную. Все, остальные заходили на вторую сумму, верно? У меня был ролловер на втором перекрытии на 80, еще с первой сделки. Но у меня перекрытие было 80, я поставил его, потом смотрю, что действительно оно ушло вверх, и ролловер нажал, и оно как раз все хорошо закончилось. То есть ты не использовал ролловер на 35, ты взял перекрытие на 2 минуты 80. Да. 80 тоже заходило в минус, но использовал ролловер. Да. Все, сейчас я подобью баланс и укажу новые суммы. Неудобно на самом деле именно на мониторе машины анализировать. Готовимся на USD CNH. Первоначальная ставка такая, как я вам указал. Те, кто заходили там 35-80, заходим 40-90. Ну, в принципе, получается, что все 40-90 заходим. Так, валюта, еще раз USD CNH. А мы уже упустили 1 минуту. Давайте со следующей тогда зайдем вниз. 3, 2, 1, раз. По-хорошему бы на 1 минуту раньше нужно было заходить. Взял ролловер. Но и в этой точке взять перекрытие тоже можно было бы. На те же 3 минуты, допустим. Или 2 минуты. То есть по типу, как сделал Сергей, а потом взял ролловер. Но в этом случае сильно удваивается ставка и, соответственно, в случае чего и просадка. Так, и 5 секунд цена откатывается. И возврат. Байрам возврат, Василий возврат, Шухрат возврат. Сергей плюс перекрытие. Ты перекрытие взял вместо ролловера. Возврат и 90 зашло, когда ты сказал, тут можно перекрыться. Так, значит, Андрей перекрылся там, где когда я понял. Сергей и Андрей среагировали там, где я сказал, можно взять перекрытие. Хорошо, значит, Андрей заканчиваешь. План выполнил. Сергей, получилось 2407, да? До плана сколько? Да, у меня уже план, у меня 2400 план. Ага, все, тогда тоже заканчиваешь. Вообще на сегодня? Не на сегодня. Вот на эту Ну, до сессию. вечерней, да? До Да. вечерней. Да.
Всё, План, понял. план дня, по-моему, у тебя спасибо. 2540, да? Значит, Андрей может 2045 заходить пока. Байрам 2527, 2519. Пока на месте. Значит, мы продолжаем с Василием, с Байрамом. Шухрат. Сергей заканчивает. Андрей еще может 40 добить. И всех, да, назвал. Да, в принципе, всех. Хорошо, ищу следующую ситуацию и продолжаем. Понижение на ГБП GPY на 2 минуты на понижение уже сказал. Вот, отката не было, хотелось чуть выше зайти, потому что на первую свечу мы не успели. Здесь ее перекрывать не будем, потому что процент упал. Даже у меня еще на 10% упало, на 12%. Так, в итоге у меня возврат. Ваши результаты. Андрей зашел плюс ранее с отката. Возврат, возврат, возврат. И все остальные возврат. Хорошо, я вот заметил, сколько мы ситуаций таких, где на откате мы можем взять перекрытие вместо ролловера. Будем заходить на ауткат. Ставки не меняем, все те же. Снова свечи на повышение. Раз. И давайте в этот раз без ролловера приготовьте сразу сумму перекрытия. И вот на этом откате сразу возьмем перекрытие на повышение прямо сейчас. Раз. Все, в итоге у нас будут открыты 2 сделки. Идеально будет, если обе зайдут. У нас сегодня много возвратов. Уже 3 сделки возвратные. Вот, и последние секунды сделка заходит в плюс. Отписались. Байрам плюс. Василий плюс. Андрей плюс. И кто там еще? Сергей жду. Шухрат плюс. К Василий до плана еще 15. А, Сергей, ты не торгуешь, да, забыл. Шухрат продолжает. 40-90. Шухрат 40-90. Байрам также 40-90. Андрей 20-40. А я во второй сделке протупил и сумму поставил не перекрытие, а прежнюю сумму. Так, давайте пока сосредоточимся на Out USD. С новой свечи на повышение открываем. Раз. Покет вылетел у меня как-то и на минуту позже зашел. Много возвратов. Сегодня это 3-й уже возврат. Хорошо, у меня сделка тоже с опозданием заходит в плюс. В итоге получается Василий плюс, Шухрат плюс, а Байрам и Андрей возврат. Опять у нас возвраты. Хорошо, балансы напишите. Давайте еще раз пересмотрим, пересчитаем и будем продолжать. Шухрат 2009, все, план готов, заканчиваешь. Байрам 2551. Сколько вышло? Я же забываю ваши планы, у меня под рукой таблицы нет. Вы пишите. Без изменений Байрам, все, вижу. Так, и Андрей без изменений, соответственно, тоже продолжает. Получается, остается Байрам, Андрей без изменений, продолжаем. Шухрат выбывает, остается Василий. Ну, Василий продолжает 40-90. Байрам тоже 40-90. Андрей 20-40. Взяли эту сделку тоже от хорошего уровня, который вполне себе может пробить после стольких подходов к нему. Если что, снова свечи сразу на понижение. Раз. А у меня предыдущая в плюс зашла. Андрей тоже плюс. Тоже в плюс Василий. Так, Байрам тоже плюс и тоже перекрытие взял. Остальные тоже взяли перекрытие, несмотря на плюс. Андрей не взял.
Василий. Все, значит, Василий и Байрам у нас перекрытие, которое по сути не нужно. Последние 30 секунд. Ждем их. На всякий случай сумму возьмите чуть больше последней, для того, чтобы ее отыграть. 3, 2, 1, раз. И эта сделка залетает в плюс. Прекрасно. Я план свой перевыполнил на день вперед. Ваши балансы итоговые давайте подытожим. На этом торговля заканчивается. Сегодня торговля вышла по времени дольше, чем обычно. Вот по моему времени 13:07 начали, закончили 13. Короче, 40 минут. 40 минут торговля шла, были возвраты. Обычно план работы выполняется, и я строю работу так, чтобы это примерно 3-4 сделки было. Вот. Сегодня просто у нас возвраты были. Так, итоговые. Андрей 1702, Байрам 2668, Сергей 2407, закончил ранее. Василий, план был 1600, а баланс 1677. Ну все, на этом закончим. Главное, что закрыли план даже больше, чем я вам ставил. Я уже скажу. Ну, Василий до завтра, потому что время у него. Вот. Вдруг, если успеешь, посмотрим. В принципе, в любом случае до завтра, потому что сегодня ты достаточно сделал. Вот. Если успеешь сегодня, допустим, зайти, доделать до 1800. В принципе, Сергей план дня не сделал, да? Мог бы, конечно, продолжить с нами, но я... А что не сделал? Сделал. У меня же около 2397 план. Именно дня. Именно дня, да. Все, хорошо. Было 2255, 2400, 150 долларов примерно. Пока так. Да? Все. Я думал, что я просто тебе полплана поставил именно на эту сессию. Потом смотрю, что, ну, в принципе, торговля дальше пошла нормально. Можно было бы еще больше сделать. Но это не нужно, не обязательно. План есть. Все, самое главное, есть план. Неважно, что когда торговля дальше шла. Она могла быть и минусовой, поэтому лучше останавливаться именно на плане. Самое главное, по план дня делать. Перевыполнять его не стоит. Моя прибыль за сегодня. У меня был план 1000 по моему личному марафону с 1000 до 100 тысяч за 30 дней. Получается, мне две последние сделки также зашли. Давайте я заново пересчитаю. 2, 8. В итоге я за сегодня сделал 1878, хотя план был 1000. Ну, за счет того, что последнюю сделку тоже открыли рефлекторно, и она тоже зашла в плюс. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Таким образом проходит у нас наставничество, как общие эфиры, так и индивидуальные эфиры с каждым отдельно, если это требуется, для объяснений той или иной стратегии, для построения плана, выполнения и тому подобное.